Добрый день! Мы продолжаем нашу серию уроков по установке Firebird на разные операционные системы. Установка Firebird 5 на операционную систему macOS. В данный момент macOS используется на компьютерах с процессорами x86 от Intel и ARM64 серии Apple Silicon. Процесс установки не зависит от архитектуры процессора, разница только в источнике пакета установки. Для установки Firebird 5 на macOS Intel необходимо использовать пакет PKG с сайта firebirdsql.org. Переходим на сайт firebirdsql.org. Переходим в раздел Downloads Firebird 5 macOS. Для процессоров Apple Silicon пакет установки находится на GitHub. Ссылка будет в описании. Это временное решение. В ближайшее время все пакеты установки будут в одном месте. Скачиваем пакет и запускаем правой кнопкой мыши, либо двойным нажатием на тачпад. Соглашаемся на открытие приложения. Принимаем лицензионное соглашение. По умолчанию будет установлен пароль MasterKey для учетной записи SysDBA. Вводим пароль администратора. Установка завершена. Запускаем терминал. В нашем случае мы сразу работаем под учетной записью root. Не очень правильно с точки зрения безопасности, но в данный момент просто так удобнее. Firebird в macOS устанавливается в папке Library Frameworks Firebird Framework. Бинарные файлы находятся в папке Library Frameworks Firebird Framework Version E Resources bin. FB-клиент находится в папке Library Frameworks Firebird.framework Libraries. Возможности отдельно установить его в macOS нет, только с СУБД или простым копированием. Проверяем процессы Firebird командой ps. Проверяем наличие службы Firebird в списке служб командой launch.ctl list. Служба называется org.firebird.gdc. Проверим подключение к базе данных employee.fdb. Запускаем утилиту iSQL. И подключаемся к базе employee.fdb. Вводим команду showVersion для вывода информации о сервере СУБД. Видно, что база работает на архитектуре ARM64. Отключаемся от базы командой exit. Проверим еще раз процессы командой ps. Обратим внимание, какой PID у процесса Firebird. Завершим службу Firebird командой launch.ctl stop org.firebird.gdc. И проверим процессы команды ps. Видно, что PID процесса Firebird изменился, так как служба была перезапущена, но не остановлена. Это еще одна особенность работы Firebird в операционной системе macOS. Служба Firebird запускается только с помощью процесса Guardian FB Guard. Поэтому, чтобы полностью завершить службу СУБД, нужно использовать команды launch.ctl unload. Проверяем процессы Firebird, они отсутствуют. Если открыть конфигурационный файл автозапуска службы library launch daemons org.firebird.gdc.plist, то можно увидеть, что запускается служба FBGuard. Запустить службу Firebird можно командой launch.ctl load с ключом W. Проверяем процессы. Служба СУБД Firebird запущена. Установка двух инстансов Firebird 5 на macOS. Штатный инсталлятор Firebird для macOS не позволяет установить дополнительный инстанс. При подобной попытке установить будет просто перезаписан текущий каталог инстанса. Поэтому для установки более одного инстанса потребуется первый установить штатным инсталлятором, а затем, используя файлы из установленного инстанса, установить второй. Есть более сложный путь с распаковкой штатного инсталлятора, но мы его рассматривать не будем. Первый инстанс уже установлен.
Для установки второго инстанса будем использовать каталог первого. Создадим каталог B для нового инстанса командой mkdir. Затем скопируем содержимое каталога A в каталог B командой cp. Теперь нужно поменять порт по умолчанию для второго инстанса, чтобы не возникло конфликтов. Ищем поиском строку с настройками порта 3050. Раскомментируем ее и меняем порт на 3060. Создадим копию файла настройки автозапуска launchd командой cp и назовем ее org.firebird3060.gdc.plist. Откроем данный файл. Изменим имя службы аналогично файлу настройки автозапуска. И заменим путь к fbguard с учетом пути во втором инстансе каталога B. Последний этап – регистрация автозапуска службы второго инстанса в launchd. Используем команду launchctl load с ключом W путем к файлу настройки автозапуска службы второго инстанса. Теперь в выводе команды launchctl list и ps есть данные о двух службах Firebird. Проверим подключение извне к разным инстансам. Пробуем подключиться к базам данных с другого компьютера под управлением операционной системы Windows. Запускаем утилиту iSQL, подключаемся к базе данных employee.fdb с использованием IP-адреса компьютера с операционной системой macOS. Вводим команду showVersion для проверки версии сервера SUBD. В выводе команды видно, что мы подключились с клиента на Windows к базе данных на компьютере с macOS. Отключаемся командой exit. Подключаемся еще раз, но с использованием порта второго инстанса 3060. showVersion показывает аналогичные данные. Следует учитывать, что внешние подключения должны быть разрешены в операционной системе macOS. Внимание! Данный способ официально не задокументирован, поэтому мы не гарантируем на 100% работу без сбоев. Также Firebird можно использовать как embedded, без регистрации службы, аналогично поведению на операционной системе Linux. Удаление Firebird 5 на macOS. Штатный инсталлятор не добавляет скрипт для удаления Firebird, и поэтому есть два способа удалить Firebird на macOS. Первый способ – удалить автозапуск службы из launchd и удалить папку инстанса. Продемонстрируем этот метод на втором инстансе. Удаляем автозапуск службы. Командой rm удаляем папку инстанса. Командой rm удаляем файл org.firebird3060.gdc.plist. Командой launchctl list проверяем удаление службы org.firebird3060.gdc. Второй способ – воспользоваться скриптом с сайта firebirdsql.org. Скрипт очень простой, но работает только с инстансами, установленными штатным инсталлятором. Для других ситуаций его нужно модернизировать. Проверяем. SUBD Firebird 5 полностью удалена. Спасибо вам за просмотр видео. Обязательно подписывайтесь, чтобы следить за обновлениями. Оставляйте комментарии, если хотите что-то добавить, узнать какую-то новую тему. Ставьте ваши реакции в виде лайков или дизлайков. Если у вас есть что-то добавить, пишите в комментариях. Также можете указать, какие темы вас интересуют, которые нужно рассмотреть подробнее. Всем спасибо и до следующего видео.